Ветер дверь железную качает, луч заката отдыхает на лозе, пчелы маются, и мед их созревает, и духами дышит свежий круазье. Стихами знаменитого нью-йоркского поэта Жана хотелось бы начать этот выпуск, который оставил свой стих в комментариях к выпуску Фила. Фил, привет. Привет, Леш. Как вы видите, это Алкофил. Привет, зрители. Фирменный щелчок от Фила. Алкофил, ведущий канала... Точнее, Филипп, ведущий канала Алкофил. Да, вот. Прошу любить и жаловать. Кто не знает, посмотрите по ссылочке, перейдите в описании, будет ссылочка на его канал. Рассуждает об алкоголе, о виске, о коньяке, больше о виске, рассказывает. Я, кстати, и про водку видел у тебя выпуск. Один обзор. Кстати, он популярнее многих виски. Так что надо переходить на водку. И у тебя, кстати, тоже обзор с ржаными дистиллятами набрал просмотров больше, чем виски даже из таких популярных регионов, как Айла или Кэмпбеллтаун. Так что... Друзья, перестаньте пить водяру, давайте пить качественный крепкий алкоголь. Или хотя бы смотрите обзоры про виски, а пейте водку. Ну, кстати, как вариант. Это так, лирика. Сегодняшний выпуск из серии, из цикла выпусков «Была ли трава зеленее?». И в этот раз это не виски, это коньяк. Перемещаемся на берег реки Шаранта. На ее берегу в небольшом городке Коньяк находятся две винокурни, а точнее коньячных дома. Реми Марта и Энесси. И сегодняшний выпуск будет про него. Называют в магазинах. Это Рики Мартин и не писуха. Да, серьезно. Нифига себе, не знал. А вы знали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как вы называете эти коньяки? Коньячки коньячками, но заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей и ценителей крепких алкогольных напитков. Это магазин Dram of Spirit, бокальчики, стаканчики, воронки, пипетки для хранения, что-нибудь себе подобрать всегда можно. Ссылочка на него тоже будет в описании. Всегда в этом магазине приобретал посуду и был доволен качеством и доставкой. Всегда вовремя и за приятный прайс. Так что переходите и покупайте. Фил, для тебя у меня есть пару подарков, я не с пустыми руками. Ого. Во-первых, подписчики меня твои доконали и попросили подарить тебе петличку. Звучит как троллинг. Звучит как троллинг, но вдруг тебе пригодится. Еще один подарок для тебя — это наборчик, который называется «Была ли трава зеленее?». 12 сэмплов из 3 выпусков «Была ли трава зеленее?». Кто не видел, посмотрите обязательно. Осталось несколько буквально наборов. Кому интересно, обращайтесь, пишите ко мне. Опять же, контакты в описании к выпуску. Фил, держи, это тебе. Спасибо. Кстати говоря, подегустируй. Мне интересно твое мнение, как они эти сэмплы, и была ли трава зеленее. Итак, пару слов о дегустации, о том, что сейчас мы будем делать. Мы будем дегустировать два разных коньяка двух разных времен. Здесь у нас Реми Марта 10 и 20 года, Энесси 94. Кстати говоря, эту бутылочку принес Фил 994 и 2020 года. Кстати, еще интересный факт, что мы не нашли Энесси 2021 года розлива. Почему-то ни в одном магазине его не оказалось. Да и Реми Марта не нашли. Да, но этот Хеннесси, до конца мы не уверены, что это 94 год, потому что писали бренд-амбассадору Алихану, Малхозову. Да, он сначала говорил «помогу», потом еще раз написали, он не ответил, и еще раз написали, тоже не ответил. Так что еще раз написали, тоже не ответил. Так что мы предположили, что это 94 год по акцизной марке. А так это может быть и 90-й, 92-й, 93-й. Но не позже 97-го года, потому что с 97-го пошла новая акцизная марка. О как. Ну, в общем, мы его числом 1994 обозначили. Ну, вот примерно такая история. Пару слов еще, кстати говоря, Жан и Артур — это создатели канала «Трезвая виски». И забыл об этом сказать. Подписывайтесь на ребят, тоже ссылочку дам. Кстати говоря, я хотел попросить тебя и меня не говорить в этом выпуске слово «виски».
ну, сиськи, там, виски, вот это вот предлагаю не говорить. Почему, спросишь ты меня? Тут недавно Иван Андреев написал, что любители совсем ни во что не ставят любителей коньяка. То есть образовалось этакое, знаешь, противостояние типа лыжники, сноубордисты, кошки, собаки. Кто там еще друг с другом мне кажется, противостоит? это вымышленное противостояние, которое находится в голове у некоторых людей. Потому что я такого не встречал и не замечал. Да, то есть оказывается, некая, может быть, неприязнь. Напишите, если вы любитель коньяка, есть ли у вас неприязнь к любителям виски и наоборот. Ну, я вот как любитель Вилли Лоусона по акции в ближайшем Магните могу сказать, что и Арарат 3 звездочки, когда по хорошей акции, всегда беру и выпиваю 0,5, а иногда и литр за вечер под икорку и красную рыбу. Но мы это вырежем. Поэтому я предлагаю, кстати говоря, слово виски запикивать. Если кто-то будет говорить слово Так виски, мы оно будет коньяки обозреваем. запикиваться как мат. Но вдруг ты сейчас будешь его вкушать и Аромат, скажешь, как у это напоминает Брукладе 2011 года. Так, что еще? Ну, про состав спиртов, может быть, пару Состав слов. спиртов, наверное, сейчас Фил вам скажет. Значит, состав спиртов у нас Реми Марта, это у нас корпорация Реми Квантро. Реми Квантро, И, да. кстати говоря, она владеет одной винокурней в Шотландии. Как ты думаешь, какой? Забыл. Всего лишь одной, кстати говоря, это Бруклади. Точно, французы, да. NSC у нас Луи Уиттон Майо NSC владеют этим брендом и этим заводом, если можно так сказать. Но я конечным тебе, домом. знаешь, что скажу? Что вот эта бутылка, это вот эти ребята владеют. HKDNP, кто знает, напишите. Я Нет, потому не изучал что, этот по-моему, вопрос. еще не образовался вот этот Hennessy, холдинг. NSC, что-нибудь, даже не знаю, что Нет, это в том может году, по-моему, еще не образовался Луи Виттон Майот быть. Хеннесси. Да, они объединились, Они еще, по-моему, в начале 2000-х. Да. Этот бренд владеет 2 скотча-курнями, винокурнями в Шотландии. Это Артбек и Гленморанж. Да. Или Гленморанж. Гленморанж, да, если быть точным. Состав спиртов, господа. Состав спиртов везде пишется 4 сорта винограда, да. Униблан, Фоль-Бланш, Камамбар и Бако. Бако вообще уже не существует давным-давно. 95% это сорт Униблан во всех коньяках на сегодняшний день. Коньяках именно французских имеется в виду, других мы не знаем. И бренди французских. В основном 5% это Фоль-Бланш. Вот, 2 сорта это состав спиртов. Двойная дистилляция, шаранский аламбик, выдержка. Вот по возрасту, да, ты прав, по возрасту стоит отметить, в Реми Марта спирты постарше. Здесь у нас от 8 до... Нет, от 20 до 30 пишет в XO. От 20 до 30, да, а здесь от 8 до 37. То есть как-то вот здесь старые спирты, они как-то выравнивают молодые, получается. А здесь вообще, что ли, 8-летних нет? Ну, от 20 до 30 везде Официально, написано. да, официально На всех. написано действительно, да, 20-30 тоже видел эту информацию. Пару слов о том, как мы будем дегустировать. Мы будем дегустировать слепую, у нас будут бокалы для слепой дегустации, будем наливать одинаковые порции по 30-35 миллилитров. 15-25, я думаю. Может быть и 15-25, кому как удобнее. Дегустировать мы будем независимо друг от друга, предположения все после того, как мы отдегустируем. После того, как мы отдегустируем, мы вскроем карты, расставим, до этого мы расставим оценки. Скрывать бутылки мы будем при вас. Бутылки, как видите, закрытые. Ну, пожалуй, все. Да, поэтому я и не сделал выпуск на Hennessy XO на 1000 подписчиков, как обещал, потому что мне запретил Алексей. А я хотел... Запретил. Погнали. Реми Марта 2010 и 2020 года. Открываем, разливаем. Я открою 2020. Сделал это максимально аккуратно. Я надеюсь, да, не будет никаких эксцессов. Ну, кстати, ну что я тебе скажу, уже проблемы. Она как-то так туго... Термосадка у него идет. Золотая наклеечка, это у нас старый. Будет серебряная, это у нас новый. молоденький. Я тоже думал о том, какие могут быть факторы, могут повлиять, да, может ли здесь в коньяке быть трава зеленее или нет. Но в теории, да, потому что сейчас коньяк уступил, мне кажется, лидирующие позиции по потреблению. Раньше же его употребляли больше,
Ну, как правильно? минимум, И выгоняли больше. как минимум, если есть рост, я думаю, он незначительный. Ну, или какой-то такой плавный в рост. Нет, рост ну сейчас, потребления так сказать, коньяка. солодовые дистилляты, мне кажется, Ты решил. отожрали Аккуратно доли избежать рынка. это Понимаешь? И это ромы слово. набирают популярность. Мне кажется, они Да. отжирают часть популярности у когньяк. Да, да. Как может по-французски коньяк, кстати? Так, наверное, будет быть. коньяк. Да, да, Без вот этих когньяк. конечно, конечно. Давай, блендируй мне, а я тебе заблендирую. Зачем? А ты помнишь или не помнишь, где какой? Нет, мы сейчас просто вот так вот перемешаем. Нет, а давай я тебе, а ты мне перемешаешь. Зачем? Ну, Вот смотри. если ты себе сейчас будешь мешать, ты сможешь определить? Хочешь, мы вообще сейчас поменяемся парами? Ты мешаешь, я свою пару мешаю, ты свою, мы потом и просто А, ими давай. поменяемся. Ты перемешал уже? Уже всё? перемешал. Уверен? Да. Блин, подожди, еще один оборотик сделаю. Так. Сильвупле. Теперь точно не знаем, где какой у кого. Так, ну что, приступаем Начинаем к с... самой интересной части. аромат уже пошел такой мощный. Да, Очень мощный аромат пошел. сразу хочется сравнить. Я могу сразу сказать, коньяки разные. Но профиль узнается одинаковый. Так ты начинаешь каждый свой выпуск, по-моему. Да, кстати, дегустируем мы из непроницаемых по цвету капит. Капита — это официально принятое, кстати, сельхозбюро французским, которое занимается сельским хозяйством во Франции. У нее там целые чертежи, это официально принятый бокал у них на винокурнях. Подобные капиты используются, но не такие, не глинкерновские, но они там ножка, по-моему, покороче чуть-чуть. Окей, начинаем. Значит, продегустировали. И я начну с правого образца, который вот этот. Значит, он мне показался сначала немного спиртозным, резким. Очень сильный вкус чернослива, красный апельсин, парфюмерная цветочность, гвоздика. Присутствуют прям характерные. Это сразу про вкус пошел? Это аромат. Аромат. После того, как он постоял, минут 15-20, появилась еловость, спиртозность ушла. Появились также после еловости еще какие-то такие ноты клубники, либо варенья. И вишневая косточка появилась. Значит, вкус сладкий, гвоздика, курдючное сало мне показалось, что есть во вкусе. Ну, либо такой жир животный, не знаю. Пряный, дубовый, горчинка. Послевкусие у него парфюмерные, парфюм, танины и немножко такого какого-то вишневого кофе. Оценку я ему менял 4 раза. В итоге ставлю ему 84 балла. Это правому образцу. Теперь левый. Отличается, как бы не сильно профиль чувствуется, но в левом есть очень сильная нота ванили. Это то, чего нет в правом. Значит, ваниль, причем очень сильная, спиртозности нет, он гораздо мягче. Чернослив, виноград сладкий, абрикос, ореховый, воск пчелиный, легкий, дорогой парфюм, аромат глубже и богаче, и есть некий тона манго. Значит, вкус жидкий, горчинка, цитрусовый, ореховый, терпкий. Послевкусие долгое, много чернослива, кофе и парфюм. Оценка 86 баллов. Вначале я думал, что это молодой, а это старый, но после дегустации все-таки мне кажется, что нота ванили выдает более молодой. И я думаю, что вот это 2020 год, а вот это 2010 год. Вот этот, думаешь, 2020, да? Да. А это 2010. 2010. Слушай, ну у Мне тебя кажется, описания так. совершенно разные, да? Они совершенно разные? Нет, ну похоже. Тут вот. у тебя и был курдючный жир, по-моему, тут Нет, его во не вкусе, было, именно да? во вкусе. Во вкусе, Да, да. Здесь тут- был, здесь нет, да? Да. Здесь, по-моему, не было тропиков, здесь есть, да? Нет, тут потом появилась Тоже всплыли. манго в конце, вот еловость, манго, вот это в конце появилось после того, как он постоял. Поэтому я думаю, что он раскрывался дольше, поэтому это старый. Но в целом мне понравился больше левый образец. Но они как бы, чуть-чуть. Потому что я сначала хотел оба 85 поставить, но так как у нас как бы передача такая немножко новогодняя, немножко
развлекательное, шоу, с элементами шоу, поэтому надо небольшое различие в оценках. Да не надо, почему? Так я сначала вообще 83 этому поставил, потом, ну, все-таки итоговая оценка 84, правильно? Правильно. Мгм, окей. Зрители, наверное, подумают, что ты два разных коньяка дегустировал. Но я Нет, коньяки похожий профиль, я вот различие, что здесь больше ванильности, а здесь он по суше. Значит, это 10-й, это 20-й. Мне кажется, так, да. Все, окей. Значит, теперь у меня и левый, и правый бокалы одинаковые. Я их вообще не могу различить, если честно. Аромат: яркие виноградные тона, мокрый картон, косточка и кожица винограда, ванилька, много медовой сладости. Может быть, там может показаться, что вот в левом бокале есть тоффи и шоколад, а в правом его нет. Ну, на самом деле, в правом он тоже, если так подумать, тоже слышится. Кстати, тоффи, да. Вкус: картон тот же самый мокрый, сладость мощная, где-то 8 из 10 такая. Что еще? Рябиновая горечь такая, я бы сказал. Жмых. Много терпкости, много пряных тонов, чернослив, сухофрукты, та же самая ваниль. Что еще? Есть какие-то тропические фрукты, но они настолько вот завуалированы этим сахаром, сахар перебивает. Очень сладкий вкус. Вкус сложно оценивать, что-то распознавать через этот сахар. Послевкусие: вяжущее, терпкое, сухое, сладкое, древесное, тот же мокрый картон. Курдючный жир, он тоже имеется, как и всегда я говорю. Оценочка за оба образца у меня 87. Ага, щедро ты их оценил. Да, что-то мне очень понравился Реми Марта. Но я, видите, так на ходу дегустирую, поэтому у меня 87. Я не могу их различить. Но они очень Вот похожи. хоть ты меня режь. Они Но вот нет, одинаковые. единственное различие, что этот по суше, в этом больше ванили. И вот ириска тоффи, вот у меня вот в этом есть. Да, вот ты сказал, вот в одном есть. в одном вот есть больше такой сливочности, ванильности, и вот Сливочность, да. эта ириска, вот ты сказал, я ее забыл, да. Да, ну хорошо, пусть она у меня здесь есть, здесь ее нет, но я не вижу, так сказать, причин понижать оценку за аромат вот этому бокалу, поэтому у меня все равно оценка А ты одинаковая. оба 87 поставил? Да, предположу, что здесь, наверное, у меня молодой образец, как ни странно. То есть я думаю, это 20-й, а это 10-й. То есть мне кажется, трава была не зеленее, вот так скажем. Так ты же одинаковую оценку поставил. Ну, он поярче немного, но оценка одинаковая. Ну, Но вот этот бокал поярче, он мне кажется молодым, свеженьким вариантом, потому что, ну, мне хочется верить, как Грише Шаламову, в то, что индустрия коньяка только улучшается. Ну, коньяк, мне кажется, улучшается. Ему надо отвоевывать свои позиции. Ну что, вскрываем карты тогда, получается? Да, давай. Давай. Итак, что у у меня серебряный. А, это значит новый, а вот это старый. Та-та-да-да-та-да. Ну, вначале я, значит, и Всё предположил. наоборот. Нет, вначале же я тебе сказал, что я говорю, вот тут вот, а потом он раскрылся, понял? Да, И я да. подумал, что это старый. Вот если бы он не поменял, не раскрылся бы в процессе дегустации, новые ноты не появились, я бы был уверен, что это новый, потому что вот этот мне понравился Меньше. больше. Вот этот больше, наоборот, 86 я поставил. больше, да, Да. больше. То есть у тебя Значит, трава была трава зеленее, была получается. зеленее. У меня вот это золотой, то есть как я и предполагал, то есть вот это старый образец, А а понравился вот тебе это какой больше? новый. Чуть поярче был все-таки вот этот, но оценка одинаковая. То есть Ну- у меня трава не была зеленее, но она у меня и не так, и не сяк. То есть мне оба образца нравятся. Ну, в принципе, если глобально думать, что то, что он изменился со временем, это, наоборот, говорит, что он такой более интересный напиток. Да, он стал Что он меняется, он интереснее, интереснее и стал. Реми Марта в этом плане молодцы. Итак, переплываем к следующему заводику NSC, который находится также на берегу Шаранты. У нас две бутылочки 20 и 1994 года розлива. Вскрываем. Давай. Кстати, ты знал, что эти бутылки были разработаны в 1947 году? Нет, не знал, но мне очень нравится вот форма XO. Я типа считаю это самую красивую вообще из коньячных бутылок. Вот даже Hennessy Paradis или там Paradis Imperial мне нравится уже меньше. Да? А вот именно классика нравится очень сильно. У меня, кстати, смотри, здесь
Акцизная марка, Не двойная. нюхай, кстати, после вскрытия. Видишь, еще... А ты уже понюхал? Не, я не нюхаю. Видишь, Калининград. Еще вторая акцизка с голограммой. Нифига себе, а что это значит? Не знаю. Ну, значит, что бутылка в Калининграде, наверное, приобретена была. Акцизную марку мы, наверное, не будем выбрасывать. Это же... Это же история. Ну, я ее порвал, к сожалению. Так можно было продать ее, кстати. Здесь, кстати, а как новый открывается? Вот так же тоже хвостик вот такой? Да. Оп, у меня он тоже там? оторвался, к сожалению. Металлизированная, Ну, фольга, металлизированный фольга. колпачок. И он как-то так по перфорации идет. Так, ну пробка тебе могу сказать, что пока что... Еще раз проверяю при тебе, вот серебристый. Смотри, какая качественная. А дай у своего или ты выбросил колпачок? Я выбросил. Так, ну открываем потихоньку. О, пробка-то сохранилась просто идеально. Я не знаю, Пробка что просто идеально. Мне ее хочется понюхать, Леш. что ты очковал. Очень Ладно, тяжелая. пробку можно. Подожди, стой. У нового, кстати, тоже пробка Так, только тяжелая. сравнивать нельзя. Тихо. Пробки сравнивать Ну нельзя. ладно, все. Очень тяжелая пробка у старого XO. Представляете, он в бутылке сколько Потому лет что это же томился? 0,7. Да. Они по весу-то разные, наверное. Нет, одинаковые. Да? Да. Может быть. Подожди, а тут нет ничего интересного? Ну, пробка вся пропитана, она влажная. Прям такая добротная влажная пробочка, которая хорошо отработала. Все, разлил или еще нет? Что может быть лучше добротной влажной пробки? Только содержимое... Главное не перейти на пошлости. Как ты думаешь, кстати говоря, по форме чего задумывалась эта бутылка? Даже думать не хочу. Вот ты, кстати, облил, и я уже руку понюхал. Золотая. Еще раз, на всякий случай, Да. чтобы не было вопросов. Нет, это... Вот здесь, я уверен, будет различие, потому что вот даже сейчас аромат, который доносится от этой бутылки, ну это, понимаете, вот мы сейчас... А тебя от этого не доносится. Не доносится. Мы сейчас... Не доносится. Не доносится. Мы сейчас Реми Мартен пробовали. Вообще, даже близко не стояло. По форме виноградной грозди задумывалась эта бутылка. Хотя Ну. мне она лично виноградную гроздь не напоминает. Ну ты во, Скорее, какое-то ты во женское Франции, тело или ты во гитара. Франции не жил. Нет, ну здесь вот тоже видишь грозди. Но бутылка у XO это просто эталон. Вот понимаете, вот такая, когда у вас стоит, вы понимаете, что перед вами босс. Либо когда у вас такая на столе стоит, вы понимаете, что вы босс. Нет, я очень уважаю Хеннесси. Или как Hennessy. говорит Алексей, Hennessy. Ну и как французы говорят, Hennessy. Кстати говоря, эта эксошка была вообще пионерской. То есть эксошки появились вот со времен появления NSC EXO. Там они как-то спорят между собой. Это конец 19 века, 1887 год, по-моему, если не ошибаюсь. Этот NSC EXO задумывался, как везде пишут на сайтах NSC, задумывался для круга друзей Мориса NSC. Он решил разработать специальный вот этот релиз. Почему-то везде круг друзей обязательно фигурирует. Не знаю почему. И сразу я могу сказать сходу, что отличает аромат. Если у Реми Мартена это был чернослив, то здесь шоколад и кофе. Вот в аромате шоколад и кофе есть. Прекрасно. Чувствуешь? Прекрасно. Вот сейчас мы не нюхали. Нас Вот, ждет целое путешествие. на нет, шоколадный завод. вот мы и продегустировали Хеннесси. И сейчас Алексей первым поделится своими оценками и да, мнениями. Кстати, я же первый. Да, я начну с левого. Аромат: шоколад, чернослив, курага, мокрый картон, полынь, мята, легкая ацетонистость, цедра цитрусов, араратистость и легкая сивушность. Я поясню, в чем дело. Здесь я чувствую араратистость. Речь идет о том, что здесь есть какой-то профиль наших коньяков, и он заключается вот в такой легкой сивушности, советских, так скажем, коньяков. Он заключается вот в такой легкой сивушности и, может быть, бражности, что ли. Согласен. Каких-то вот Тоже виноматериалов. таких Бражность вот. в одном экземпляре у меня тоже есть. И это, конечно, подкупает. Сразу же ностальгия нахлынула. Масса виноградных тонов, жмых, и вот это все, оно, конечно, меня натолкнуло на эту мысль. Чуть горелой травы чувствую в вискариуме. И, конечно же, куда же без ванили. Вкус очень сложный и комплексный. Кислинка винограда. Очень сложный и комплексный, действительно. Кислинка винограда, терпкость и сухость, шоколад, ваниль. Много
танинов, та же рябиновая горечь, которую я чувствовал в Реми Марта, и резиновость хереса. Вот знаете, если вы пили Это во вкусе. пип, то там чувствовалось в хересных некоторых релизах, во многих чувствуется такая резиновость. Я про вкус говорю, да. Она здесь тоже есть. И это тоже отсыл к нашим советским коньякам. Послевкусие сухость, танины, чернослив довольно строгая и сдержанная. Но очень продолжительная и несмываемая в то же время. Оценка очень высокая за него. Я поставил 90 баллов. Ну, для меня высокая, для кого-то, может быть, и не покажется высокой. Это за левой. За левой, да. Правый образец. Аромат. Правый образец попроще. Аромат. Много ванили, чернослив, изюм. Почти нет мокрого картона, который всегда был в 3 предыдущих образцах. Черный чай, ириска тофи, пожалуй, и не добавишь. Вкус уже не чувствуется той кислинки, которая была в левом образце. Виноградные тона, довольно простой вкус. Есть та же горечь мокрого картона, тот же чернослив. Сахарность, сладость и обоих образцов, в отличие от Реми Марта, гораздо ниже. Если там была 8 из 10, то здесь я бы оценил ее где-то 6 из 10. И это тоже подкупает, потому что здесь мы уже чувствуем сам коньяк, мы чувствуем вот это тона, мы можем различать ароматику какую-то более тонко. Значит, сухость, куда же без ванили, также не обошлось. Послевкусие жженый леденец, ваниль, горечь танинов, чернослив. Послевкусие мне здесь не понравилось. И оценил я его в 85 баллов, пониже. При этом, что хочется отметить, почему-то мне кажется, что в левом образце все-таки новый релиз, то есть 2020 год. Все-таки я продолжаю быть оптимистом, и мне понравился оптимизм Гриши. Да? Да. А я, если честно, мне кажется, что вот это старый релиз, вот это у меня новый. Но бражность и вот виноматериал я почувствовал в правом. Давай, переходим к Давайте тебе. тогда начнем с правого. Значит, вкус сразу мне показался, это Кока-Кола. Не почувствовал такого? Вот понюхаю сейчас. Есть такая Кока-Кола. Потом еловость, кофе, чернослив, смола кедра, пачуля, базилик, черный шоколад, миндаль, мята. Тоже как у тебя мята в обоих образцах. Ну вот есть, если... Мята совпала, да. Если... Нет, что-то понюхать вот из... быстро, то Кока-Кола есть. Ну, в принципе, вот можно, да. Причем такая, знаешь, Кока-Кола 90-х, там, да, такая американская. думаю, То есть... одинаковая. Нет, ты знаешь, она вот какая-то... Кока-Кола... Вот раньше Кока-Кола была зеленее. А если этот выпуск наберет 1000 лайков, мы сделаем сравнение на старую и Была новую трава колу. зеленее в коле. Да, так, значит, Слушай, мята, а сейчас нас обвинят вообще, что да вы, чуваки, пьете там это коньяк с колой, наверное, вот вам кола чудится. Нет, потом мята вот тоже. Потом вот в правый образец у меня идет бражность небольшая, бражная кислинка. Вот она мне не очень понравилась. И он более сладкий по сравнению с левым образцом. Потом, значит, вкус. Сладость колы, шоколад, мятность, терпкость, сироп какой-то такой для газировки, вишневая косточка, ореховость небольшая, розовая вода, послевкусие среднее, терпкое, мятный шоколад, немножко танинов, ну и такая кофейность. Оценка 87 баллов. За правый, да? Да. Значит, левый, левый, мне понравился гораздо больше образец. Значит, тут тоже есть Кока-Кола, он супер сбалансированный. Если вот здесь выпирают какие-то тона, то здесь все идет вот прям вот под линеечку. И он более сбалансированный, карамель, еловость, кедр. Тоже очень-очень дорогой парфюм. Вот, я не знаю, я написал Black Afghan. Хотя я его нюхал, он так в магазине отдаленно. Но это к алкопарфюмеру надо обратиться. У Артема спросить. Так что пишите Артему. Артем, сделай обзор, пожалуйста, на духи. Или одеколон мужской. Ссылка на канал Алкопарфюмера тоже тогда в описании, раз уж мы, Артем, про тебя Да, вспомнили. это наш любимый канал. Мы его смотрим и получаем большое удовольствие. Да, интересные выпуски сравнений, действительно. Когда именно духи с алкогольным сравнивает Артем. Такой выпуск я не видел, В кстати. смысле? Это же он с этого начинал. Да? Это сейчас он
Артем, прошу прощения, посмотрю. Значит, потом черный шоколад, манго. Вот в этом вот появилась вот еловая манго, вот это вот. Мне кажется, ты описываешь мой левый бокал тоже. У нас совпали, Вот наверное. еловая манго. Вот, какая-то вкусная специя. Потом немножко мне показалось, либо тут есть петрушки, либо кинзы. Вот что-то такое есть. Ничего себе. Нет, вот мне показалось. И замша. Вот он раскрылся, со временем замша появилась такой. Причем не такая кожа грубая, а вот именно такая тонко-тонко выделенная кожа. Так, что со вкусом? Вот Или ты еще каких-нибудь дорогих Или ботинков. там у тебя Нет, такой длинный вкус. ароматический список, да? Ты уже Вкус, штук значит, 20 позиций назвал. вкус повторяет аромат. Очень много граней, много красок. Значит, виноградно-гранатного, гранат красный. Вот это, где Кстати, да. Виноградно-гранатный сок. Послевкусие мощное, хвойное. Манго, шоколад, танины, сбалансированный, ментоловая отдушка, вот написал, и свежий аромат. Нет, а еще по вкусу почему-то я очень мало записал. Либо я записал на другую Ну, ты страницу. сказал, что это повторение аромата. Нет, повторение аромата, да. а там Тоже много есть и всего, шоколад, манго. и какая-то вот такая вишневая терпкость, и зеленые грецкие орехи. Нет, вот этот образец мне очень-очень сильно понравился. И он мне напомнил еще один мой любимый это запикаем. Один мой любимый молд это Артбек Угадейл. Вот своей какой-то такой кедровый, мятный, такой смоляной. Что-то вот есть в этом образце такого от Артбек Угадейл. Возможно, ты сказал жженая трава. Вот, аромате, да. возможно, тут есть вот это. Вот тоже здесь, вот здесь она хорошо чувствуется. Да, жженая трава. И этому образцу я ставлю 94 балла. Потому что он мне очень-очень сильно понравился. Я удивлюсь, если у нас это будут разные. Ты знаешь, я коньяки. думаю, что, мне кажется, они одинаковые. Думаешь, вот это новый? Ты же сказал, что новый, ты выше поставил. Я полагаю, что все-таки это, наверное, старый, но я хотел бы верить, что это новый. Нет, ты меня меня понял? Нет. Ты 94 поставил? Нет, я вот ставлю оценку 94. Я вначале, когда его нюхал, хотел 92 поставить. Потому что это прям очень мощный коньяк. Но чем я его больше нюхал, тем я повышал оценку, за аромат повысил и за послевкусие. Потому что баланс вот в этом коньяке на высшем уровне. У него все ноты повторяются, что в аромате, что во вкусе, что в послевкусии. Он вот, знаете, он такой единый, прям целый, и ты его пробуешь, ты с ним сливаешься. Что этот коньяк не просто какая-то жидкость из бутылки, это продолжение тебя. Вот этот, я надеюсь, что это вот эта бутылка. Потому что если новый, тогда можно вообще закрывать все каналы, просто идти в ближайший любой магазин, потому что XO продается вообще везде, набирать там этот XO и просто наливать полностью в ванну, ложиться в нее и никогда из нее больше не вылезать, потому что жизнь на этом можно заканчивать. Я думаю, 94 балла ты унесешь с собой вот в этой бутылке. Все-таки, конечно. Ну, не конечно. Я Сейчас мы очень узнаем. надеюсь. Потому Сейчас что мы вот узнаем. это мне очень коньяк понравился. Он вот на уровне лучших, так сказать, солодовых напитков, которые я вообще пробовал когда-либо. Ну что, вскрываемся тогда? Но это будет сейчас очень жестко. Давай, я первый, поскольку я начинал. Давай. Значит, правый бокал серебристый. Ну, Всё значит, правильно. тебе старый... Мне старый больше понравился. А, значит, мне наоборот, бражность, потому что у меня была в этом. Но жженая трава, вот что подкупает. Давай, что у тебя? Да, мне новый понравился гораздо больше. Причем 94, вкусах не типа, спорят, я да? очень его мощно оценил. Но вот бражность и хересность, вот ты описал, у меня вот... Подожди, вот так вот, да? Вот так вот. Да, 2020 я 94 поставил. Не На знаю, вкус и цвет. он мне очень понравился. Вот так вот, видишь? Ты сам, Значит, все, ты я... сам стал свидетелем того, насколько наши вкусы и вот это вот предпочтения, они настолько вот не связаны друг с другом, да, то есть у тебя какое-то свое восприятие мира, у меня свое. И когда начинается спор в соцсетях, да ты гонишь, да он там, трава была зеленее, как бы, ну это все на самом деле бред. Как и оценки. Правильно. Как и оценки. Так что это мы вот То сейчас есть вот для тебя она зеленее оценили. вот в этом бою. В другом бою она там для меня будет зеленее. Нет, ну я почему-то был уверен, я тебе сразу сказал, еще мы не записывали это на камеру, я говорю, что вот здесь старый образец. Вот, а Да. тут оказался новый образец, да. Да. Я его понюхал, у тебя тоже, у тебя наоборот. А сколько ты там поставил образцу? 80?
Я старому 90, новому Нет. 85,5. Ну, 85,5. Я хотел сказать 85,5. Я даже 86 Мгм. готов был поставить. Но сегодня я не такой добрый и просто 85. Нет, я сначала 92 поставил, но потом, когда раскрылся, вот эта замша появилась, я ему почему-то 94 поставил. И он мне действительно более комплексный. А почему этому 87? Хотя сначала хотел ему 89 поставить. Кстати, да, тропики сейчас подраскрылись. Да. Почему этому 89? Я ему снял оценку за именно вот эту бражность и винно-материальность. Вот ты сказал тараратистость. А меня она подкупила, и мне как-то... вот Тебе так наоборот это понравилось? вот. Мне это понравилось, потому что она красиво вплетена в этот общий букет. Вот. Она не кричит, как в наших вот советских коньяках, она красиво так вплетена в общую канву. Ладно, раз мы сегодня говорим еще про, так сказать, все равно коньяки сравниваем с молотами, я могу сказать, что на что похож вот именно старый образец. Это 5-6 батч Гленалоки 10 лет, бочковой. Есть вот эта вот бражная кислинка, тонинность. И еще вот, который у тебя брал от Левант, бочкового сингл-каска Эдрадо, Мгм. вот 11-летнего. И там тоже есть вот эта бражная кислинка. Дрожжевость такая, да? Дрожжевость, да. Мгм. Но в Эдрадо она мне очень понравилась. Она очень хорошо там, да, гармонирует. В Гленалке в третьем батче ее нету, поэтому мне третий батч больше понравился, а вот 5 и 6 я чуть ставлю ниже. И вот этот коньяк, ну, из-за вот этой бражности я старый XO опустил. Значит, Ну, реально, вот почему, кстати, коньяки Это не хорошее дорожают. мнение. Я Вообще его не уважаю. дорожают. Так, ну что, пора завершать, да, наше выступление. Еще могу Мы сказать, что-то забыли? что старый более сладкий. Согласись. Вот я не знаю, нет. Мне старый... Нет, они оба эти варианты... Сладости, мне кажется, Они они ровно. суше гораздо, чем вот мы Реми Мартан Мгм. пробовали. Там потому что, ну, прям откровенный был сахар. Здесь сахара, типа, ни в одном нет. Ну, 87, ну, неплохая оценка, я считаю. Даже за старый. Отлично, отлично. Но этому как бы 94 поставил, потому что вот это то, что мне нравится, понимаете? Я как бы... Это конец 2020 года, кстати, почти 21. Да, я как бы и объективно пытался оценить, ну, и плюс свои предпочтения. На обзоре у меня был 19 год. 1 в 1, по-моему. Вот так, по 1 в памяти. 1? Мгм. Ну, типа 85. Я там 86 94. его оценил, но здесь 85,5, там, ну, плюс Ну, а этот, ну, как бы, на самом деле, по-старому у нас сближенная оценка, да, 3 балла разницы. Ну, я снизил балл, вот скажу. И если Да, бражность можно Алексею так сказать. понравилась, я поставил 88. Мгм. И бражность, типа, во вкусе. И, ну, как бы, у меня было 89 бы тогда. А ты 90 поставил. Не вся-то бражность, что плохо. На самом деле бражность, очень приятный запах браги, если вот кто был на винокурне. Это запах приятный. Ну, по крайней мере, в Шотландии я не был в коньяке. Это такая хлебность, это такой квас какой-то вот такой Вот квас русский. вот этот. Вот за квас И- я, наоборот, снизил И оценку. этот запах, он не всегда так можно его понижать за него оценку, я бы сказал. Иногда та же бражность, она может опять же красиво быть вплетена в общий букет. Но Нет. иногда она действительно, ну, ни к чему совершенно, да, то есть наравне какой-нибудь дюшес плюс бражность и больше ничего, конечно же, ну что тут как Это какие ты могут- описал Джура 10 лет. Да-да-да. Запикается, Какие конечно. тут 86 баллов, конечно, блин. Нет, ну на прямом сравнении я могу сказать, вот сейчас я нюхаю, мне все равно, даже зная, что это новое, мне нравится все равно больше. Ну отлично, отлично. По аромату точно, по вкусу. Ребята, по бегите в послевкусию. магазин, бегите в магазин. Я, кстати, брал его в метро, была какая-то чертовская акция недавно, за 4000 рублей, по-моему. Я, кстати, у меня тут цена Но написана. почему-то 4500? 21-го нету. В декабре я взял. В 21-го нету. 21 года нет, потому что я думаю, что он, ну просто не распродалась еще партия 20 года. Типа не завезли? просто-напросто. Ну просто, да, нет смысла, наверное, завозить. Так, все, ребят, пока, батарейка садится. Спасибо, Да, что всем смотрели спасибо на за нас. просмотр. Обязательно подписывайтесь на Алексея. Подписывайтесь на меня. подписывайтесь на Ставьте. Фила, ссылочка в описании. Ставьте лайки, дизлайки, колокольчики, Дизлайки Привет. нет смысла, конечно, ставить уже. репосты, редиректы. Но репостите в соцсети, ставьте лайки, обязательно только лайки. И пишите комментарии. Всем ответим. Я тоже присоединюсь к обсуждению в комментариях у Алексея. Все. И запомните, нет единственного верного мнения, есть только единственное мнение, и оно ваше. Да. И, как говорится, даже лучший, так сказать, ремарочка, лучший коньяк все равно будет хуже, чем Вильям Лоусон по акции. Итак, не пейте. А если пьете, То то пейте только правильными Вильям глотками Вильям и Лоусон только по акции. правильные дистилляты. Пока!